Всем доброго времени суток! Приветствую вас на своем канале, где я делюсь с вами разными народными знаниями. Пока в основном это тексты разных молитв и заговоров, а также некоторые обереги, некоторые рецепты, некоторые гадания. Сегодня же расскажу вам о личных оберегах, именно о перекладе с глаза, то есть, или же с глаз это та же самая болезнь. Болезнью, как вы знаете, можно не только заразиться, но болезнь можно переложить, болезнь можно наслать, болезнью можно подцепить от разных даже предметов, ну, те, на которые изначально болезнь была переложена. Наши предки перелаживали с глаз или же болезни как на животных, так и на растения. Что касается растений, то в основном это деревья, выбирались дубы большие, и описано было, что в основном это детей пропихивали как-то через дупло или там в дупло запихивали. Там очень тяжело понять, но сколько раз я перечитывала, как я пыталась расшифровать, что пропихивали через дупло. Именно такой смысл. Ну, дуб сам по себе растение крепкое, и человеческие болезни ему ни к чему. Так же самое животные перелаживали в основном на собаку. То есть можно взять вот даже вот такого пуделька. То есть собаке ничего не будет, любым собакам. Человеческие болезни собаки, может, настроение испортится или плохо покушает. А так собаки, они могут... Они цепляют человеческие болезни, но они их хорошо переносят. Они их практически не страдают. Также наши предки перелаживали на медведя, на ручного медведя, хотя, как я знаю, есть случаи задокументированы, скажем так, что, то есть, опять-таки, это было еще тогда, давно. Наши предки, некоторые, это не все, но были случаи, когда люди сожительствовали с медведями. Ну, в основном женщины, то есть, как вот в сказке «Маша и медведь», ну вот и девушки сожительствовали с медведями, даже есть потомство, есть люди с этими генами, то есть это как бы все есть. Но и медведь помогал человеку, как я уже сказала, перенести болезнь. То есть на медведя перелаживается это, как и на собаку, то есть просто нужно животное через больного или перенести. Даже не обязательно, если у вас, вот, например, какая-то часть тела, или рука, или нога, просто вот берете животное, ну, и там как-то подманите его, что он любит. Он тоже сыр, например, любит, или яйцо вареное. Вот. Просто поманите, он сам перескочит, вот, как бы так. Что касается перелаживания на... Да, еще чуть не забыла. Если же там совсем плохо, ложите больному под подушку хлеб. Хлеб хорошо впитывает, ложите на ночь, а потом этот кусочек скармливаете тоже собаке. Как я уже говорила, за собаку не переживайте, собака нормально переносит эти болезни. Если же переложить на какой-то предмет, то есть на тряпочку, на платочек, на монету, у нас как в основном, я не знаю, у меня во сколько там, где я живу, вот именно в этом пятачке, да, где я вот часто прохожу, я постоянно вижу шпильки. Шпильки из волос, и, уже как-то, знаете, прям бесит, когда знаешь, что это такое, как с этим работается. То есть возьмите, вот хорошо, вы переложили болезнь на шпильку, или же, давайте шпилька пускай будет, вот, то есть носите шпильку в волосах, если вы женщина. Если мужчина, можете взять обычную монету. Просто носите ее с собой, желательно ближе к тому месту, которое вас беспокоит. Но если организм в целом отравлен, там вирусное, например, заболевание. Вирус — это яд. Носите просто ближе к телу, к любому, то есть там уже процесс пошел, как говорится. И не поленитесь, пойдите выбросьте этот предмет в воду, и именно не просто в воду, не просто там водоем, а надо именно, чтобы было течение, то есть чтобы вода двигалась. И вот
Ну, конечно, в идеале, если где-то мост, на мостик вышли и вот бросили где-то по центру. Вот. Вода это все уносит. Вода чистит нас, не только очищает нас от грязи, вода чистит тоже все, и вода все смывает, и вода все уносит. Вот именно так. Если уже на то пошло, индийский способ. Обычная миска, любая, там из глины, из металла, с нержавейки, эмалированная все равно, наливаете молоко, молоко тоже хорошо впитывает, ложите какой-то кусочек пищи, какой-то печенье лучше сухое, лучше всего подойдет, потому что хлеб и молоко прекрасно впитывают настроение и болезни, все такое. И ложите, получается, пищу в молоко, и вот этой миской 7 раз обводите возле над головой больного. Когда вы обвели вот 7 раз вокруг головы больного, содержимое этой миски нужно вылить вот именно на распутье 4 дорог. Там, где вот люди расходятся, разминаются, где вот эти углы, вот выливаете именно на распутье. И желательно не то, что нежелательно, а не из какого-то краечка, да, вот как бы, а вот именно в центр. Вот где вот крест, именно в центр вот нужно вот это все вылить. То есть делайте вот такие обереги. По поводу слов. Вы, конечно, можете данный процесс подобрить каким-то заговором. Молитву не надо, молитва с оберегом не сочетается. Заговора у меня достаточно на канале, просто заходите, находите плейлист для болезней и выбирайте любой, который вам подойдет. Потому что когда вы что-то делаете и усиляете это словами, оно намного лучше, конечно, работает. Вот, потому что заговоры это же тексты специальные, уже заговоренные, намоленные, промолвленные много-много раз, многими людьми, много на протяжении разного времени, скажем так, и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, это точно. Также молитвы, молитвы, они, по собственному опыту вам говорю, молитвы слабоватые по сравнению с заговорами. Но заговоры требуют больше сил. То есть, если вы сделаете оберег плюс заговор, вы сильно обесточитесь. Вы даже сами этого может, даже особо не почувствуете, но вы много энергии отдадите. Молитвы же, они более проще. То есть молитва это просто просьба, вот вы просите, да, вот. И там уже, не люблю это слово, но другое подобрать не могу, вы можете торговаться, да, там, дайте мне то, а я буду там, перестану пить или там перестану курить. То есть, вот это я не люблю такое, но люди в основном только таки делают, вот молятся и в молитве ставят какие-то ультиматумы, какие-то условия. Но молитвы тоже работают и очень хорошо. То есть, если вы человек саморазвитый, вы нормальный образ жизни, скажем так, ведете, молитва вам тоже поможет. Но заговор, конечно, лучше. Тут уже никуда не деться. Так что будьте здоровыми, не болейте, оберегайте себя и своих близких. Все, подписывайтесь на канал. Пока-пока.